Каждый человек знает, с чего начинается его день. У кого-то с будильника, который хочется разбить. У кого-то с мысли «ну, блин, опять на работу». У кого-то с пролистывания новостей, опять война, кризис или конец света. А у кого-то вообще все плохо и даже тяжело вставать. А теперь представьте себе на минуточку другое утро. Ты открываешь глаза, а солнце уже заглядывает в окно и рисует полосы на стене. Ты улыбаешься. И не потому, что случилось что-то особенное, а потому что ты просто есть. Потому что ты просто жив. Потому что у тебя утро. Потому что у тебя начинается новый день. Разница между этими двумя утрами не в обстоятельствах. Разница в выборе. У меня есть канон. Он про то, как превратить обычный день в духовную практику. Как разжечь внутри себя внутренний огонь, который не гаснет от погоды, от новостей или от мнения окружающих. И сегодня я разберу его по косточкам, специально для вас, без какой-либо воды, по-настоящему, по-живому. Проснувшись утром, солнцу улыбнись. Поверь, весь мир вокруг прекрасен. Отбрось сомнения и представь, что каждый день твой словно праздник. Знаете, что это такое с точки зрения науки? Это установка. Наш мозг – это удивительная штука, и он работает как поисковая система. Если ты с утра задаешь себе вопрос или задаешься какими-то проблемами, все плохо, мир ужасен, я устал, то мозг обязательно найдет тебе 1000 различных подтверждений. Новости подкинут какое-нибудь говнецо, коллеги на работе поддержат и собственные мысли потом все дорисуют в серых либо в темных тонах. Ну, а если ты задаешь с утра себе вопрос или запрос «Мир прекрасен», «Я дышу», «Я живой», и сегодня у меня день как праздник, то мозг тогда начинает доказательства искать именно этому. И находит. Обязательно находит. Солнце за окошком светит. Солнце нашел? Нашел. Кофе пахнет. И вкусный. На столе. Вкусный? Точно вкусный. Ноги ходят. Иду в туалет. Ноги ходят? Точно ходят. Значит, все еще хорошо. Всегда найдутся какие-то причины для радости. Достаточно их просто поискать. Психологи это называют эффектом Ретти, нейропластичностью. А эзотерики называют это магией утра. Потому что утро – это время, когда завеса между миром и какой-то другой реальностью очень тонка. И намерение или желание, заданное в эти часы, когда вы только просыпаетесь, начинает прорастать сквозь весь день, как зерна через почву. В ведической традиции есть такая практика, называется сурья-намаскар, приветствие солнцу. И это не просто какая-то там зарядка, а подключению к источнику жизни. В славянской традиции славили дождь Бога, в Египте молились Богу Ра. Все древние, абсолютно все знали, утро – это связь с Всевышним, связь с Творцом. А что вы, кстати, делаете по утрам? Хватаетесь за телефон и смотритесь, кто там опять вам поставил лайк?
Или думаете о проблемах, которые вас сегодня встретят в течение дня? Напишите мне, кстати, в комментариях. Мне хочется знать, как начинается ваше утро. Есть, кстати, такая поговорка: как утро начнешь, так день и проведешь. Как корабль назовешь, так на нем и поплывешь. Начни себя благодарить за все победы, достижения. Скажи себе спасибо и за то, что делает тебя сильнее, за трудности и поражения. Знаете, благодарить самого себя за победы – это очень легко. Сделал дело – молодец, в одну сторону – гонец. А вот за трудности, за провалы, за падения что-то благодарить себя как-то не хочется. За те моменты, когда все пошло как-то не так. И когда хотелось лечь и умереть. Что-то даже не то что благодарить, вспоминать даже не хочется. В древней алхимии есть такое великое делание. Это тогда, когда вы превращаете свинец в золото. Так вот, все наши поражения, все твои поражения – это свинец. Вся наша благодарность миру, благодарность самому себе за них или каким-то другим людям – это философский камень. И когда ты благодаришь кого-то за трудности, и неважно кого, самого себя или обидчика, ты извлекаешь из этого события и ситуации золото. Золото своего собственного опыта. Ты говоришь: это было больно, это было неприятно, но это сделало меня сильнее. Спасибо за урок. В буддизме это называют видеть в своих страданиях благодатную и благородную истину. Страдание на самом деле это никакое не наказание, а просто указатель, который показывает тебе, куда идти правильно, а куда идти нельзя. Или это то, что показывает тебе, что внутри тебя все еще болит и требует исцеления. В психологии это называется когнитивный рефрейминг, переоценка событий, так сказать. Переворот смысла, а по-простому, по-человеческому, если тебя ударили, и ты при этом не сломался, ты уже выиграл. И спасибо тому, кто тебя ударил, за проверку на прочность. Потому что все, что нас не убивает, делает только сильнее. Поэтому, дорогой мой друг, всегда хвали себя. Лови, так сказать, волну. Улыбайся, будь счастливым. Лови вдохновение внутри себя. Найди себя маленький огонечек и раздуй из него огромный внутренний огонь. И поверь, свет благословения не оставит себя где-то в стороне. Ой. Ну, а если совсем все плохо, тогда посмотрите на себя в зеркало. Что вы там видите? Большинство людей видит там кучу различных недостатков. Толстый, тонкий, старый, молодой, нос кривой, уши торчат, морщины, прыщи, самокритика. Это как национальный вид спорта. А теперь попробуйте сделать что-нибудь другое. Посмотрите в зеркало и скажите себе: да, я молодец. Я совсем справляюсь, я просто герой. Во мне горит божественный свет. Неловко, правда? Немного как-то непривычно. И кажется, что вы себя обманываете. Кажется, что это какой-то эгоизм и самолюбование. Но вот в чем правда. Если вы будете делать так каждый день, то, возможно, вы за что-нибудь и
зацепитесь. В Веданте есть такая великая фраза «Таттвам аси» – «Ты есть то». То есть Бог – абсолют, источник. И хвалить себя – это значит признавать свою божественную природу. Признавать присутствие Бога внутри себя. В христианстве, в мистике, есть такое понятие «искра души». Так сказать, нетварная часть Бога, которая живет где-то внутри человека. И найти ее внутри себя – это значит обрести свою силу, не зависящую ни от каких внешних обстоятельств. В психологии это называется самоэффективность. Когда ты веришь в самого себя, и у тебя действительно начинает все получаться. Так что, дорогие мои, начинайте хвалить себя по утрам. И не для того, чтобы стать каким-то там нарциссом, а для того, чтобы подключиться к своему собственному источнику силы. И когда вы с улыбкой начинаете свой день, день становится прекрасным. С улыбкой начинай свой день и всех вокруг благодари. Дари всем людям, всем вокруг улыбку счастья и любви. Кстати, вот здесь многие спотыкаются. Ну вот, как я могу, например, дарить что-то кому-либо, если у меня у самого этого, нету? Как я могу улыбаться, когда жизнь меня все время бьет, и я спотыкаюсь и падаю, спотыкаюсь и падаю? А что делать, если у меня депрессия и внутренняя пустота? Скажу одну простую вещь. Радоваться, смеяться, улыбаться. Точно так же, как рыдать, плакать, огорчаться. Усилие абсолютно одинаковое. А вот результат разный. И все, что нужно сделать, это просто попробовать. Даже если вы знаете, что вы себе врете, что вы себя обманываете. Просто попробуйте. Просто улыбнуться какому-то незнакомому человеку, просто прохожему. Скажите спасибо в продавщице в магазине и улыбнитесь. Сделайте кому-то комплимент, кого вы абсолютно не знаете. И пожелайте чего-нибудь хорошего. И не обязательно близкому человеку. Можно и врагу. В биоэнергетике это называется циркуляция ЦИ. Это когда энергия, любая энергия должна просто двигаться. И если ты копишь эту энергию внутри, то тогда она застаивается и превращается в болото. И если ты отдаешь, то на место того, что ты отдаешь, всегда приходит что-то новое. Это как бумеранг. Запустил в кого-то говнецом, прилетело говнецо. Запустил кого-то добром, и добро вернулось к тебе. В суфизме говорят: люби всех окружающих, все творения Господа, потому что если ты так делаешь, то ты любишь самого Творца. В карма-йоге это называется вот так: действуй без привязанностей к результату. Просто делай добро. Потому что это естественно. Делай добро и бросай его в воду, пускай плывет. Улыбка незнакомцу – это всегда маленькое добро. И эта маленькая улыбка всегда запускает цепную реакцию. Потому что этот человек потом улыбнется кому-то еще, и еще, а потом следующему, а тот еще. И пошло-поехало. Просыпаешься,
а вокруг одни улыбающиеся лица. И ты не поймешь, ой-ой-ой, может быть, мир сошел с ума? Или с ума сошел я? А знаете, кто запускает эту улыбку или сумасшествие смеха в окружающем пространстве? А никто. Это можешь сделать только ты. Просто улыбнувшись с утра. Ну а что же нам делать потом? А потом, закончив день, на небо посмотри. И улыбнись луне, вселенной, звездам. За день, что прожил, всех благодари. И в твоей жизни станет все, абсолютно все возможным. Вечер. Ты устал, пришел с работы, ты просто хочешь упасть на диван или тупить в телефон. Ну или попивать пивасик. Стоп, братишка, остановись. Открой окно или выйди на балкон и посмотри на небо. Найди луну, звезды и вспомни. Вспомни, что ты тоже часть этой огромной вселенной. Пусть маленькая песчинка, но все-таки часть. Что твои проблемы, все твои проблемы – это как песок в космическом масштабе. Астрономы, кстати, это называют принципом Коперника. Потому что мы это, конечно же, не центр мира. Мы – это маленькая точка на маленькой планете. Но все же эзотерики называют это космическим сдвигом перспективы. Когда ты видишь свое место в мире, и ты перестаешь его драматизировать, ты его пересматриваешь, ты расслабляешься, и ты начинаешь доверять. Начинаешь доверять миру, вселенной, себе, окружающим. Гельштальт-терапевты говорят это, что нужно закрыть свой гельштальт, потому что незавершенные дела, невысказанные чувства, непрожитые эмоции, они висят грузом. А вечерняя благодарность закрывает двери этого дня. Так что, когда заканчивается твой день вечерком, всегда ставь точку и расписывайся. Позволяй, так сказать, себе уснуть спокойно, чтобы потом начать день чистым. Так что, дорогой мой друг, вечером тоже, перед сном, разжигай свой внутренний огонь. Потому что если ты так делаешь, то тогда там во снах открываются все сказочные двери. Как говорится, от Богу каждому дано поверие. Знаете, что самое смешное? Все эти ритуалы, утренняя улыбка, благодарность за день, хвала самому себе работают только тогда, когда ты делаешь это регулярно. Не один раз там где-то как-то по настроению, а каждый день, каждое утро, как чистка зубов. Нейропластичность – это тогда, когда каждый раз, когда ты выбираешь радость, когда ты укрепляешь нейронные пути радости, и каждый раз, когда ты благодаришь за трудности, ты создаешь новую привычку. Новую привычку видеть в самом плохом, в самом нехорошем что-то прекрасное. А квантовая физика говорит, что наблюдатель всегда влияет на наблюдаемое, то есть на реальность. И твоя вера – это чистота, на которую настраивается окружающее пространство и вся вселенная. Веришь ты в это в дерьмо или не веришь – это не важно. Важно, что ты делаешь. Поэтому, если ты в жизни делаешь дерьмо,
и совершаешь какие-то неблагопристойные поступки, то получишь на выходе дерьма. Ну, а если ты веришь в добро, в чудеса, то, как ни странно, они начинают случаться и происходить именно с тобой. И не потому, что кто-то там наверху раздает какие-то чудеса по заслугам, а потому что ты, именно ты, сам становишься тем, кто эти чудеса замечает и создает. Как сказано в Писании, по вере вашей дано вам будет. И это никакое не обещание награды. Это описание механизма реальности. Это закон. И если ты хочешь, чтобы все то, что я сейчас произнес, работало в твоей жизни, то делай вот так. Когда проснулся, утром улыбнись, еще не открыв даже глаза. Прям в постели. Солнце, самому себе, новому дню, чему угодно. Просто улыбайся. Встал, почесал репу, подошел к окну и скажи вслух, ну или про себя: «Я выбираю сегодня радоваться и быть счастливым». Выпил кофе или чайку, пей с чувством. Пей с чувством полного удовлетворения. Прям здесь, прям сейчас. Ну, а потом найди время где-нибудь в телефонной записной книжке или в блокнотик написать 3 вещи, за которые ты благодарен. Прям сегодня, прям сейчас, прям с утра. Ну, а днем каждый час делай стоп-сигнал. Такой внутренний сигнальчик. Ставь флажочек. На 10 секунд закрывай глазки. И вспоминай. Вспоминай, что где-то внутри тебя, там, где сердце, горит сердце. Горит твое собственное сердце. И ты живой. Ты еще не умер. Поэтому улыбайся. Потому что самое страшное, что с тобой в жизни может случиться, это смерть. И она еще не пришла. А раз ее еще нет, значит, есть повод улыбнуться. Поэтому улыбайся в течение дня минимум 3 раза. Самому себе, каким-нибудь незнакомцам, делай комплименты неизвестным тебе людям и говори спасибо тому, кому обычно говоришь нет-нет, все хреново. Ну а вечером перед самым сном выйди на балкон или посмотри в окно. Найди луну или звезды и поблагодари Вселенную, ну или Господа за прошедший день. Напиши что-нибудь в блокнотике, за что я был благодарен сегодня, Господи, Тебе. И потом поблагодари. И себя в придачу тоже поблагодари за то, что ты справился. За то, что ты прожил еще один день. За то, что ты умудрился сегодня встать, самого себя поднять. За то, что ты делал. За то, что ты просто дышал. Ну и, в конце концов, ложись в баиньки с мыслью: я это свет. А завтра будет новый день, и он будет прекрасен. А через месяц ты не узнаешь самого себя. Через 3 жизнь начнет меняться. А через год ты будешь тем, кому завидуют. И все окружающие будут говорить: везет же. У него все так легко, все так хорошо. А ты будешь ходить, хитро улыбаться и думать: нет, ребят, мне не везет. Просто я улыбаюсь по утрам. Проснувшись утром, солнцу улыбнись. Поверь, весь мир вокруг прекрасен. Отбрось сомнения и представь, что каждый день твой – это праздник. Начни себя благодарить за все победы, достижения. Скажи себе спасибо и за то, что делает тебя сильнее, за трудности и поражения. Хвали себя, поймай волну,
Улыбку, счастье, радость, вдохновение. Найди внутри себя огонь и свет. От Бога дар, благословения. С улыбкой начинай свой день, и всех вокруг благодари. Дари всем людям, что вокруг, улыбку счастья и любви. Закончив день, на небо посмотри и улыбнись луне, вселенной, звездам. За день, что прожил, всех благодари, и в жизни станет все твоей возможным. Так разжигается внутри огонь, и открываются все сказочные двери. От Бога сказано давно, здесь каждому дано по вере.